После того, как мы заготовили воротник, нам нужно воротник приготовить к его втачиванию. Помимо того, что мы отметили линию втачивания воротника на вот этом вот отверстии, нам нужно еще отметить линию втачивания воротника по самому воротнику. Но для этого мы должны в первую очередь отметить, уточнить середину воротника, сделать надсечку. Вот у меня надсечка, еще линию сделаю. Вот середину воротника. Обязательно уточнить, параллельно или симметрично ли у нас рассечки плечевых швов. Они должны быть у нас на одинаковом уровне. Если вдруг одна рассечка ушла, то значит отметить одну рассечку и по этой рассечке перенести на другую. Обязательно должна быть симметричность наших вот этих вот отверстий и, соответственно, длина воротника должна быть одинаковой. Также должны излишки, если они есть таковые, уточнить у самой ширины воротника. Прикладываем вот эти вот наши линии совмещения, линии обтачивания или линию соединения двух воротников и уравниваем. Если вдруг есть какие-то излишки, вот у меня здесь какие-то 0,2, просто чуть-чуть осноровим, чтобы они нам не мешали. Далее нам нужно отметить линию втачивания воротника. Берем от линии перегиба нашей заутюжки, прикладываем линейку прямо на ребро и отмечаем изначально заложенную высоту воротника. В нашем случае 7 сантиметров. Отмечаем, дальше передвигаем, отмечаем. И получается соединяем с нашей намеловкой по отмеченной намеловкой в области отверстия у молнии. Также на другой стороне укладываем линеечку прямо на ребро и отмечаем нужные наши параметры. У меня 7 сантиметров. Вот. Получается, две линии мы отметили. Это наша линия втачивания воротника. Помимо того, воротник наш готов. Мы сейчас его будем вметывать. Но у самой кофты мы тоже должны приготовить, если у нас есть симметричность. В данный момент у нас симметричность это накладного кармана. Мы прикладываем накладной карман. Можно лицо с лицом. Вот так вот. Мы прикладываем срезы борта левой и правой полочки. Уравниваем накладной карман, шов настрачивания накладного кармана. И уравниваем срез борта. Если одна горловина у нас вышла вот примерно вот так вот, если одна горловина все-таки у нас получилась с разницей 0,2, 0,3, 0,5, разные могут быть погрешности, то значит отмечаем ее, и уже она у нас будет излишняя, мы ее должны будем срезать. В данный момент у меня все ровно. Я могу смело втачивать. Но я хочу отметить на срезе борта, по срезу горловины, линию нашу втачивания воротника. Мы укладываем срезы, вот укладываем вот так вот между собой. Отмечаем сантиметр на одной из стороне. И симметрично, параллельно проводим маленькую такую намеловку, чтобы мы видели, где у нас должен быть втачен воротник. Вот. Ну все, начинаем мы вметывать воротник. И в первую очередь мы должны его вметать. Я буду булавочками. И в первую очередь мы должны будем вметать, соблюдая все наши контрольные метки. Начиная от середины воротника и середины горловины спинки,
Далее распределяем уже по всей его горловине. Вот наша линия на меловке. И вот наша линия на меловке воротника. И вот наша линия на меловке борта. Они должны соединиться. Срез борта, середина воротника и уже линия плечевого шва, рассечка плечевого шва должны совместиться. Это строго-настрого соблюдение должно быть обязательным. Дальше уже распределяем по всей горловине, так как у нас ложится воротник. Я бы, конечно, вообще даже не скалывала, а просто прошила бы и все. Но мне удобнее просто так взять и прошить. Но я должна вам это показать. Другую половинку воротника. То же самое. Совмещаем нашу линию на меловке. Вот оно. Скалываем. Середину, линию, рассечку плечевого шва с плечевым швом. И уже дальше распределяем. Горловина немножко вытянулась. Вот видно, что она вытянулась. Но это стоило ожидать. Это же трикотаж. Ничего страшного. После строчки соединения он станет на место. Ну вот, вметали мы воротник, скололи булавочками. И хочу пояснить, что сейчас я буду его втачивать. И буду втачивать только за одну сторону воротника. Сторона внутреннего воротника у нас пока будет не втаченной. Мы ее будем втачивать после того, как мы настрочим пояс и настрочим молнию. Она у нас будет вместе с подбортом обрабатываться. Сейчас я втачаю, и дальше нам нужно будет пришивать пояс. Огибаем вот эту вот нашу планочку, чтобы она не попала под шов и не мешала нам втачиванию. И строго втачиваем по нашей намеловке. Намеловка наша вот. Ну вот, после того, как мы втачали воротник, и воротник, вот, хочу пометить, что вот этот вот кармашек, почему я говорила, нужно отмечать, что после втачивания он должен прилегать вровень со швом втачивания. Вот у меня получилось вот здесь, у меня получилось вровень. А вот здесь вот немножко получилось маленький зазорчик. Вот он видно, прям 0,2. Я вот, ну, как бы вот это место немножко заберу. И обязательно обратить внимание, чтобы не зашить вот этот вот уступ. Шов втачивания воротника должен быть прям на уровне вот этого вот нашего уступа. Вот. Воротник втачали. И вот это вот место, переднюю часть, сантиметров 5, мы разутюживаем. И потом делаем у верхнего воротника маленькую такую небольшую надсечку, чтобы он перешел плавно, вот это место, что было разутюжено, а уже остальной припуск втачивания воротника был в сторону изделия. Но вот это место нам нужно, чтобы было в разутюжку. Здесь маленькую, не глубокую. Вот просто ей дать, как сказать, разложиться.
натечку. Вот, наши воротники симметричные. Нужно проверить обязательно. Проверяем. Симметрично. Дальше нам нужно притачивать пояс, и мы должны проверить всю симметричность по борту. От втачивания воротника проверяем до кармана. Симметрия. Пошли дальше. До низа. Симметрия. Симметрия, все симметрия. Значит, ничего не останавливаем, не убираем. Все. И одновременно сразу же отмечаем, уточняем середину спинки. Вот, у меня здесь есть насечка. Я ее еще прочерчу. Сделаю своим красивым ярким мелом. Дальше нам нужно притачать пояс к низу изделия, прежде чем настрачивать молнию. У нас конструкция, как мы помним, уже готова. Вот она, наша конструкция. Она у нас соединена с нижней вставкой в области пояса, с подбортом с внутренней стороны, с обтачкой, как сказать, горловины спинки. Кстати, на обтачку горловины спинки я все-таки приклеила полоску дублерина. Очень уж вытягивается, боюсь, что все это растянется. Такой вот взяла средней плотности трикотажный дублерин. Не на ХБ основе, а синтетический. Вот, теперь нам нужно отметить на самом поясе, так же как на воротнике, линию притачивания пояса к самому изделию. Вот, мы берем, это у нас с подбортом внутренняя сторона пояса, а это внешняя сторона пояса. И так же, как на воротнике, отмечаем линию притачивания пояса. От линии перегиба также укладываем линейку на ребро и делаем намеловку. У меня будет 7 сантиметров. Вот. Дальше 7 сантиметров. И проводим нашу линию притачивания. Вот это вот место можно немножко высечь. Вот само, вот этот можно кушкарсе, можно вот так вот просто 0,2 сделать плавный переход, чтобы у нас по шву притачивания пояса к самой куртке был немножко такой плавненький переход. Вот. С обеих сторон отмечаем. Вот здесь я не отметила, на одной стороне отметила, на другой нет. Отмечаем линию притачивания. Вот. И дальше мы уже начинаем складывать пояс с изделием для того, чтобы нам его втачать. Здесь будет у нас 2 этапа. По срезу борта уравниваем пояс. И обязательно середина пояса с серединой спинки. Дальше вот это вот наше расстояние распределяем равномерно по всей длине. Половинку спинки распределяем по всей длине. Ну, вот мне неудобно, конечно, но я вот так вот растяну. Вот оно как лежит. И обязательно сколю на боковом шве. Получается, мы распределили у среза борта, у бокового шва на середине спинки. И дальше то же самое. Вот. Теперь пояс мы должны притачать к низу изделия. Но будем мы делать это в 2 этапа.
Теперь вот это место мы должны разутюжить. И дальше уже мы будем наметывать и настрачивать, притачивать молнию.